Привет, ты на канале Мир Просто, меня зовут Алексей Борода, Сереж с нами сегодня, да, Сереж? Здравствуй. Да. Так, Серёнь, что, об ножах сегодня? Да, вообще обозревать будем разное. Начнем с младших и перейдем к старшим плавно. Давай начнем с того, вот с моей любимой темы, это рабочие ножи. Сейчас очень сильно принято ножевое увлечение, но в основном все ножи у людей полочники. Ну да. Да. А я люблю ножи, которые со мной каждый день. Угу. На кухне живут в столе, Угу. на кармане, Угу. в лесу на бедре болтаются. Мгм. Вот о них и поговорим. Пожалуйста. Ну давай вот с такого самого Мора, по-моему, 511 модель. Классика. Ага. Вообще великолепная вещь. Всем доволен. Но Ага. когда-то я был молод и не очень умен. И взял карбон. Угу. Он очень сильно ржавеет. Угу. Надо было брать нержавейку. Никогда не берите карбоновые ножи, если Ага. вы хотите их на повседневку. В лес, Карандаши поточить, видимо. карандаши такие. поточить. Да. Пальцами взял мокрыми, на нем через час ржавчина. Вот что. Совершенно верно. Но режет отлично. Сканди спуски. Угу. Дешево, сердито, правда, сейчас уже Мора не дешево. Не идешь. Ну сейчас. Ну, было дешево, я брал там сколько, 800 рублей. И даже в ножнах, смотри, дырочка, видишь, вот, чтобы стекала вода, если она туда попадет. Продумано все, скандинавы, это прям муа как. Да, да. Пойдет. Тут Дальше. согласен. Пожалуйста. Пчак. Один у меня поменьше живет на кухне, О, красивый. и который уйгурский пчак. Уйгурский, это что такое? Народности уйгурских. Народностей уйгурских. Скорее всего, потомки чингизитов. В том Ха! числе. В том числе, совершенно верно. Так, им что делать, Сереж? Смотри, им делать все. Более того, у этих племен даже есть такая тема, когда, значит, становится совершеннолетним сын, отец дарит ему хороший пчак. А, я другой Хороший. подумал. А, Нет, хорошо. нет. Здесь не про ишаков. Понял, понял. Вот. У каждого мастера есть тамга, она уникальная. Вот он Ага. вбивает сюда. Они все разные. Ага. Один, что поменьше, живет у меня на кухне, Угу. а этот, что побольше, ну, для других любых нужд хозяйственных. Угу. Великолепная вещь. Углеродка, легко точится, Угу. легко правится на коленке. Угу. Ржавеет, но не так сильно. Угу. Поскольку, видишь, он как бы вороненый Ну, немного. ага, Вороненый ага. немного. Великолепная вещь. Ага. Кожа. Кожа. Нужно у них очень простецкий. Тут Ага. и баранья нога. А, вот это что такое. Это баранья нога, да, Баранья коленка. Что нога. это? Ну, наверное, да, Совершенно что-то верно. такое. Подарил мне мой ученик, привез из Узбекистана. Мгм. А другой, который с Байконур, значит, мне привез тоже мой Мгм. ученик. Он ракетчик, ракеты запускает. Вот такие Ага. сувениры дарит. Вот рабочий нож, который на кухне живет. Мгм. Хорошо. Режет рыбу, мясо. Великолепно. Там чуть подправил его мусатом или прям автоматически точилкой точнул, все. Мгм. Хорошо. Дальше. Так, Пожалуйста. давай что-нибудь дальше. Вот это мне нравится. Что это такое? Вот это, нет, это придем чуть позже. Давай не Ага, так пойдем. Давай не так. Пожалуйста. Егерь. Егерь. Сделан тоже кузнецом. Не Ага. помню кем, вот тавро его. Мгм. Вот. Когда, опять же, я был не таким опытным, я думал, что Дамаск это очень классно. Мгм. То есть нож для леса из Дамаска это супер. Да, я тоже так думал. Да. Это самый капризный ножик в моей жизни. Пока что, по крайней мере. Дерево, ну, красивый, да, тут Мгм. смотри, бук, орех, карельская береза, Мгм. 200 с чем-то слоев Дамаска. Да. Причем Дамаск не китайский, а такой хороший, действительно, Написал. самим сложным. Посмотри. Называется нож егерь. Мгм. Мгм. Хороший. Ну, Так хорошего. как хороший, красивый. Красивый, да. Но если ты им порежешь грибы, еще что-то, он будет в темных разводах, в ржавчине. Это да, ну понятно, это как всегда. То есть этот нож стандартно. не для леса, чисто Да. полочник. Да. И поэтому я его с собой сейчас не таскаю. Но Мгм. подвес очень хорошо сделан, видишь? Мгм. То есть сел, встал, он на бедре. Мгм. Великолепно. Дальше. Дальше. Давай дальше. Так, дальше. О, О. Апинель. Классика. Номер 9. Мгм. Девятка. Лучший нож вот в лес, Мгм. на кухню, грибы резать. Единственное, что не держит боковые нагрузки. Мгм. А так вот, дешево сердито, но опять сейчас уже, наверное, не очень дешево. Сейчас, да. Но было дешево. А Пинель номер 9. Мгм. Можете купить номер 8, можете купить номер 10. Все они рабочие. Настоящие рабочие функциональные ножи. Хорошо. Да. Так. Дальше. О Дальше. рабочих. Спайдерка. Мгм. Эндуро. Мгм. Однорукое открывание, все Мгм. дела. Знаком с таким? И закрывание. Да. Осторожно, можно порезаться. Очень злая. Мгм. Резучая, Легенькая, да, прикольные прям. спуски от обыха, да. Мгм.
живет со мной на кармане, это мой ножик на каждый день. Мгм. Один из. Мгм. Вот. Мгм. Хорошая вещь. Мгм. Так, Что интереснее? из рабочего, из рабочего, Из рабочего. рабочего. Вот. Один товарищ мой, большой в погонах, Мгм. подарил мне его. Мгм. Это значит, есть бренд Ганза, недорогой. И у него есть более премиальный сегмент, это Firebird. Мгм. Вот Fire. Слышал, вот, но не видел еще. Ага. Fire, D2, спуски, режет великолепно именно рез. То есть злой, резучий ножичек, который живет тоже на кармане каждый день. Мгм. Есть открывание через шпинек и Мгм. есть флип. Мгм. Это то, чем я пользуюсь много. Мгм. Дальше, Дальше. дальше. Вот, новинка относительная. Мгм. У Нокса есть финки ЛГБТ, как ты знаешь, а есть финки S. Мгм. Вот. Причем есть и фиксация, Мгм. видишь, он сталь D2 на подшипниках, плашки, значит, G10, Мгм. хорошая, относительно недорогая, рублей, наверное, 8, Мгм. если это недорого для ножика. Ну да. Но на карман уже не очень подходит, потому что он большой, Большая, да. большой такой, но как вот, знаешь, не буду говорить боевой, но вот в лес, еще куда-то. Мгм. Нормальный большой ножик и хорошие боковые нагрузки держит, то есть Мгм. такой приличный ножик, того стоит. Но я люблю Мгм. поменьше. Ну да. Знаешь, как говорят, чем, значит, опытнее охотник, тем меньше у него нож. Да. Вот. Пойдем дальше, значит, понты. Понты. Понты, пошли понты. Когда-то модные. Златоуст. Финка, Мгм. НКВД, заметь, НКВД. Ага. НКВД, сталь не помню какая. AA-107 какая-то, не знаю, что это такое. Я тоже. Вот. Граб. Выглядит как брелок в машину. Выглядит как брелок в машину, но нет, кстати, вполне функционально. Режет, да? Режет хорошо. Но у всех златоустов ножей, у всех, очень непродуманные ножны. Объясню почему. Смотри, видишь, клипса Угу. трет рукоятку Угу. и остается след. Угу. Если взять другой, изготовленный уже мастером, Угу. у нее залеплены кожаные накладки. Ну да, класс. Всегда у всех, почему златоустских ножей, Угу. непродуманные ножны. Вот сейчас тебе пример. Смотри, тоже златоуст, подаренный мне одним учеником моим тоже. Значит, всегда он вываливается. Ага. У них есть рыбная серия, какая-то там осетр, карась, стерлядь. Я не помню, какой этот, что тут нарисовано. Я не знаю. Карп там, ну как-то они называются, так вот, Ага. златоуст. Они дорогие относительно, Ага. но Ага. относительно беспонтовые. Да. Хотя бы из-за ножен. Ну да. Нагнулся, То есть такой до вот свидания. нагнулся, потерял там 12 тысяч или сколько он стоит. Вот так вот. Из интересного дальше, понты. Подожди. Жду. Вот. О, Это нож с историей. это настоящий чингизидский нож, 500 лет. Ну, не знаю, чингизидский, он с Самарской области, выкован из кричного железа. Мгм. Попал ко мне он достаточно давно. И рукоять у него самодельная, я сделал сам из кожи. Мгм. У него был просто нож, хвостовик, Мгм. голый. Мгм. Я его почистил. Он не представляет большой культурной исторической ценности, потому что таких находок много. Но он сделан кузнецом, Мгм. сделан из кричного железа. Он не стальной, внимание, он железный. Ага. Он херово режет. Ну, вот такой весь аутентичный, знаешь, как бы. Мгм. И можно гордиться, потому что он старинный. В крайнем случае можно привязать к палке, будет копье. Да. Ага, бля. Так, Так. давай дальше. Понты. Макротеч. Угу. Слышал, тоже не видел. Никому не советую. Ага. Почему? Особенно вот с таким типом лезвия. Лисичка, так называемая. О, ну когда-то в 90-е, да, так называли, когда еще о макротечах не знали. Ну, не да, понятно. В чем прикол? Значит, У меня была. кинжалоидное острие, Ага. как пыряльник, да, но в нашей стране самооборона с ножом запрещена, Да? а режет он херово. Ну, да. Зачем он нужен, я не знаю. Угу. Ну, школьникам вот пойдет так, что будут делать. Угу. Вот попробуй, Вот я- очень, я- очень понтово. Я так и делал. Вот я так и делал, когда был в школе. Ну, я Вот у уже меня не... красная, она была за рублей 100 такая, знаешь. Ну, это чуть дороже. Вот. Значит, едем дальше. Ну, давай вот этот нож посмотрим. Давай. Так мне нравится. Это значит у нас Fairbairn Sykes реплика. Ага. Она не ХОшная, потому что она проходит по мягкости металла. Видишь, тут Ага. меточка есть. Ага. Ее ты можешь свободно купить. Это Ага. реплика знаменитого ножа британских разведчиков Ага. Fairbairn Sykes. Проникающие способности великолепные. Режет никак. В принципе, также ты можешь резать картошку гвоздем.
Ну, Вот. да. Он не для этого Попробуй. просто, да. Он, так сказать, ликвидировать цель. Да, но я не вижу в реальной жизни, где его применять. Большеват. У нас военных он вот так нож. Потому что это большой. Если человек в броне, ничего ты уже не сделаешь, неудобно. Если сзади, только понятно. Но сзади можно и гвоздем. Ну, Опять же. слушай, это было старое время, и вполне успешно им действовали. Старая, да. У него тяжелая рукоятка, он Хорош. он Нет, очень Мне маневренный. он очень нравится, если Маневренный, честно. да? Совершенно верно. Очень нравится мне. Так. Кинжалоиды в целом я люблю, хотя они совершенно беспонтовые Да. для нашей жизни. Дальше. Так, что мы не смотрели? Вот это, вот это. Подожди. Это реплика, египетский бронзовый нож. Как, может быть, ты видел на фресках, еще Мгм, где-то в пирамидах, вот они так стоят, А, да, да, Вот. да, да, да. Он вот из это бронзы. есть, ага. из бронзы. Класс. Ну, Совершенно это просто... чисто полочник, чтобы было. Да. Понятно, бронза, ну о чем тут говорить. Бронза. Ну, как-то люди даже мечи же были, рубили бронзой. Ну, блин. Бедолаги. Бедолаги, да. Ну, когда-то и камнем попу вытирали. Значит, дальше. О беспонтовом. О! Керамбит. Одно время было очень модно. Якобы там боевые, филиппинское какое-то наследие. Я не вижу, где в реальной жизни я могу его применить. Зачем я его купил, не знаю. У меня так товарищ женился. Бывает. Да. То есть, ну, даже, в принципе, побрить яйца ты им не сможешь. Ну да. Нарезать что-то, ну, я не знаю, ну, ковырять вот. Якобы он прорезает одежду, такой хват обратный, ты видел же, да, наверное? Мгм. Ну, нынче я бы не взял, Но самое лучшее, когда это нож, это ТТ. согласен. Это Ну, или, изумительный или нож. хотя бы Макаров. Или да, хотя бы Макаров. хотя бы И Макаров. одежду, что характерно, прорезает, блядь, и не Так. только. Ага, пожалуйста. Что есть Вот еще это тоже, из да, это интересного? беспонтовая. Понтовая для своих целей, идет она как шкуросъемник в нашем А, законодательстве. вон что. Ага. Якобы ты снимаешь им шкуру. Вот таким вот хватом снимаешь шкуру. Люди, знакомые со школой бокса, имеющие такой ножик, превращаются резко в очень злостных и нарушающих закон хулиганов. Да, Опасная вещь, но опять же не вижу, где ее с собой таскать. да. И зачем. И зачем? Ну, типа, если ты очень опасный, ты вот так вот с ним ходишь. Мгм. Так, И предварительно спрашиваешь, нет ли у человека Макарова или ТТ с собой. ну, он может и не сказать, видишь ли. Да, Давай, да, так, давай. дальше из интересного. Давай. Кинжал охотника кизляровский. Они тоже бывают О, вот холодные. это да. Чистый пыряльник, Да. режет чуть лучше, им все-таки можно что-то заточить и Мгм. порезать. Но большой, тяжелый, Мгм, как нож для добора дичи, он пойдет, мгм, и все. мгм. Других целей я ему не вижу. Да. Ну, такой здоровский, Да, доборка, да. только добор. Я вот Ну, щас готов тут ли ты с дичь собой одну- там 300-500 грамм? Бля! Бля! Видишь, Мы пригодился. Против насилия. Пожалуйста. Смотри, готов ли ты ради добора только лишь носить с собой там полкило вместе с ножными на бедре, я не знаю. Я нет. Из прикольных, во. Это, значит, некая генерация и фантазия фирмы Медтех Во. в сторону ножа вишня. Ага. Он тоже не холодный, по обуху он проходит. Мгм, Обух менее, чем 2,4 мм. мгм, Я немного изменил гарду, она была загнута. мгм, Я взял для того, чтобы хват мог быть и обратным. Я Мгм. люблю обратным хватом работать и Мгм. прямым хватом. мгм. Он был со мной, значит, в Карелии, на Белом море, на Урале, еще где-то был, там на Кавказе, везде со мной был. Я открывал им банки, точил, ковырял, разве что не в попе. И он в прекрасном состоянии. АУС-8, элементарная сталюка, это мой самый любимый нескладной нож. Мгм. И что характерно, он очень легкий. Во, Он не весит вообще ничего. класс. А когда ты в походе, чем меньше весит, тем лучше. Ну, Каждый когда? лишний грамм – это большой минус. Да. В общем, вот это вот рекомендую. Знаешь, сколько стоил? 3500 рублей. Мгм. Концерн Калашников у нас в Самаре, знаешь, магазин большой. Конечно, конечно. Вот там и купил. Халява. Халява. Так. Так. Фантазия Викинг Норвеев тоже на тему кинжалоидов. А, ну да, тоже. Кинжалоидик. Немного режет, но лже-кинжалоид, видишь? Ага. Здесь у него не заточено. Ага. Иначе он не пройдет. по нашему. Обманули. да, Обманули, да. Обманули. Вот. Но тоже идет как в премиальном сегменте у Мгм. китайцев. Китайцы, кстати, сейчас делают очень неплохо. Так, перейдем к клевому. Клевому. Давай, Да погоди, я тебе свой нож покажу. давай. Один в машине, у меня многофункциональный, ну, спецназовский, американский. А это вот подаренный мне
Арифом. Ариф, привет, будешь смотреть. Ламби, ага. Это вагнеровский нож. Ну, Китайского производства. да. Но он очень, Ариф, ты видел, как бы он с ним обращается, это фантастика вообще. Короче, он мне когда ударил, он делал вот так, Сереж, я не буду повторять. Я Ножом, понял. как мы этими делаем, а он вот так. Напоминает, немножко напоминает, но кроме вот чуть форма лезвия другая, вообще по массивности, по охвату, напоминает американский большой Боуи. Да, да, Помнишь, да. у крокодилов Данди? Да, 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 да. Вот. У Боуи только еще вот здесь вот так вот должно Мгм. быть, как у ятаганчика. Здесь такого нет, но что-то типа того. Очень мне им нравится работать, острый он, вообще фантастический. Арифу еще раз спасибо. Не знаю, как режет, для меня большой, чтобы носить на постоянку. Вот, а я нет, я с ним все время. Ты с ним, ну, значит, тебе удобно. Абсолютно знаю, да. Дешево, сердито, неубиваемо, и Да? даже типа компаса, возможно, он даже работает. Не, я думаю, что нет. Ну да, компас слишком. Но в целом, как выживальческий. Дешево, сердито, ухватисто, Да, да, ломикообразно да. пойдет. В машину кинуть самое то. Вот. я Вот сейчас что-нибудь так и колесо делаю. там Да, где-нибудь да. поковырять. Если что, там отрезать кто в аварию провод. попал, зажал, его стекло разбить. Стеклобой есть, да, это великолепно. Ну, пила, которая не пилит, это понятно. Ну это да. И кайдекс, или пластиковый нож. Это пластик, да, Да, не кайдекс. да. Ну, остальные у меня дома. Остальные у тебя дома. Перейдем к большому, как говорится. Были покороче, стали подлиннее. Да. Сувенирная, полочная, мельхиоровая, дагестанская кама, слушай. Один день кама. Ага. Великолепный, мне подарен некой женщиной очень давно. Вот. Тоже не ХОшка, по креплению, по монтажу. Вполне может, каждый может себе купить. Я видел, да, их продают. Да. Просто кама. Красиво. Они бывают в мельхиоре, в серебре. Ну и попроще Ну, есть да, просто да, там, ну, да. Да. По Пойдет. поводу красоты спорный вопрос. Ну, бог с ним. Дальше. Дальше. Вещь великолепная. Мгм. Непальский и индийский кукри. Вот. Как вообще произошел кукри? Пожалуйста. Придерживаюсь официальной теории. Александр Македонский, когда в Индию прошел, у его воинов были мечи кописы. Может, помнишь форму кописов Да, такая, да. То есть центр тяжести смещен вперед, чисто рубящий. И вот наследие кописов, кукри, Класс. они есть. Класс вообще. Смотри, толстый какой. Толстый по обуху, он, значит, больше сантиметра. У него зонная закалка. Здесь 60-62 Роквелла, здесь 25. Интересно. Но они куют не пальцы, реально из рессоры от Мерседеса. Этот нож сделан из рессоры для Мерседеса. Я не дам свой Мерседес. Рукоятка палисандр, больстер медь, бронзовый набор. Как говоришь, это глаз шивы или копыт священной коровы. На самом деле оно берет нагрузку при рубке. Знаешь же, да? Даже Конечно. когда идет в стекле лобовом, трещинка ее засверливает. Здесь то же самое. Да, да. Вот. Очень, потому что он толстый, конечно, он эластичность свою теряет. из-за Великолепный этого. рубящий нож. Кроме того, в нем есть два инструмента. О, Рукоять дерева, обтянута тонкой кожей. И два маленьких ножа, чакмак и карда. Одно, значит, для того, чтобы править просто, как мусат. А второе, маленький ножичек для мелких работ. Чакмак и карда. Класс. Я его подарил себе сам на день рождения. Вот. А почему бы и нет? Да. Я просто шел, увидел, у меня был день рождения, мне надо себе купить. Такой бы, честно говоря, и я себе подарил. Потому что он мне нравится. Нынче, опять же, стоит дорого. Мгм. Готов ли ты отдать на сайт денег за кусок рессоры? Не знаю. Под заказ их сейчас мало. Мгм. На сайтах где-то можно найти, а вот так, чтобы очно, Мгм. на птичьих рынках, еще где-то. Уже все, да? Уже все, да, этого нет. Ну, вещь. Они есть банспати и сурипати. Банспати у него шире. Мгм. Они более как бы сельскохозяйственный инструмент. Мгм. А сурипати уже крыло. Мгм. Мгм. И это уже более боевой вариант. Мгм. Да, конечно. Посмотри, какой он ухватистый. Вот это, Это нормальная нож. тема. Чингизидская настоящая. Непальских гурхов, воинов гурхов. Даже есть там некоторые байки, что вот фашистский блиндаж один из гурхов залетел, и около 20 фашистов, прежде чем они, боясь перестрелять друг друга, он их всех вот именно кукри зарубил. Мгм. И есть одно поверье, что кукри доставать это к войне, потому что они посвящены богине Кали.
Мгм. Махакали. Мгм. Вот. И поэтому, когда просто так достал его, без крови назад не засовывай. Они Мгм. режут себе палец, проливают чуть-чуть крови и засовывают обратно. То есть для них это сакральная вещь. Ну, Мне тоже очень-очень нравится. класс. Класс, соглашусь. Так, побольше Дальше. кого? Побольше, у кого подлиннее? Подлиннее у нас Каролинг из Хедебю. Мгм. Есть такой сайт замечательный, кузница, Мгм. пишешь Би Смит. Мгм. Вот. И ты там заказываешь реплики. 52 Роквелла, вполне себе. Любой может купить. Мгм. Монтаж сквозной, то есть он ничем не отличается от настоящих мечей, он Мгм. не имеет финальной заточки. Мгм. И он приходит к тебе, затачивать нельзя, значит, Мгм. нарушишь закон, поэтому не затачивай. Но у тебя будет меч. Мгм. То есть вполне себе, Мгм. да, держи. Смотрел сериал «Викинги», там, Конечно, Рагнар, конечно. вот Брок, да, вот, значит, у него Лагерт, она была из Хедебю, а он сам из Катигата. Вот такой нож найден, меч, найден в Хедебю и хранится в определенном музее, Мгм. это с него реплика. Класс. Абсолютно массогабаритный, 1 в 1. Класс. Да. Ну да. да, Весит хорошо. где-то кило 200. Мгм. Вот эти мифы, что раньше мечи были 30 килограмм, там. Нет, кило 200 это для длинного меча. Поскольку он ранний, это где-то 8-9 век, им все-таки больше рубили 2 ударные поверхности, Мгм. а не кололи, видишь, скругленно. То есть ткнуть можно, но сложно. Вес, короче, как у револьвера. Да. И поэтому эволюция шла дальше Мгм. клинкового оружия. То есть чуть более поздний меч уже имел выраженное острие. Мгм. И им можно было колоть. Мгм. Это тоже сделан кузнецом. Мгм. Сталь ШХ-15. Вполне себе. Мгм. На стенку. Нет, ну естественно, кто-то, может быть, с ним захочет ходить. Ха. Ну, будет несколько фриковато. Хорошая вещь. Ну да. Дальше. Из интересного. Есть такой сайт Kiai.ru. Kiai.ru. И они продают катаны. Или по-японски нихонта. Вот, да. Абсолютно традиционные ножны. Ага. Магнолия. Крашеная. Ну это я снимаю шляпу Да. перед катаной. Или достаю. Да. А вот. Шелк. Шкура ската. Мгм. Вот. Волосы единорога. Да, да, совершенно. То есть полная традиция. Она у меня в гвоздичном масле, чтобы не ржавела. Имеет, значит, выраженный хамон. Берется как? Между ними должен быть кулак. Мгм. То есть вот. Вот видишь, 2 дракона вплетены. То есть Мгм. рука должна ложиться сюда и сюда. Мгм. Вот. Мгм. Куп. Вот это. Аригато, да я попробую. Держи, конечно. Держи. Класс. Весит кило 100. Ну, То есть тоже это как тяжелый револьвер. рубящий меч или сабля. Люди спорят, катана, сабля или меч. Хрен его знает. Я давеча, да, смотрел даже передачу. По про изгибу это. клинка все-таки сабля. Да. Важно, сталь 1095 у этой, но они бывают и из Тамахагане. Ага. Когда совсем традиционный, я все-таки выбрал более современную сталь. Мгм. Хотя на ней есть хамон. Каким образом получается хамон? Смотри, у каждого мастера хамон свой. Мгм. Когда готовит клинок к закалке, Мгм. мастер обмазывает его весь глиной. А. И потом он счищает глину со стреля для того, чтобы он был, как и кукри, по зонам разной закалки. То есть Вон обух как. мягкий, Мгм. а острие твердое. Мгм. И он вычищает глину, нагревает, и когда в ведро с водой или с Мгм. маслом погружает, то закаливается в первую очередь свободная от глины часть. Да, конечно. И потом полируется. Разность Ага. мартенсита, понимаешь, получается вот хамон. Ну Глиняный прикольно, хамон. прикольная тема. Молодцы. Согласен. Так, Давай дальше. давай. Из интересного. Тоже мне подарок. Мгм. Есть очень интересный человек, можно найти его ВКонтакте, можно на Ютубе. Дмитрий Китаврас, оружейник. Мгм. ВКонтакте Дмитрий, оружейная комната. Мгм. И он вот изготовил эту саблю. Делал Мгм. несколько месяцев. Прекрасная сабля. Сталь простая 65Г. Мгм. Сабля венгеро-польская. 16-17 век. Аккуратно, аккуратно. Да, я сам. Давай. Достану. 16-17 век. 16. Был такой король Стефан Баторий, может быть, слышал. Да, слышал.
И она названа Баторовка. Ага. Вот, в честь него. Потом у нее уже появился палюх Ага. под большой палец. Угу. Это уже все-таки эволюция, это более поздний сам. Угу. Угу. Вот. И она же прослужила прообразом для дальнейших гусарских сабель. Угу. У нее выражена елмань. Елмань Вот, вот, да. затачивалась. Вот. Весит кило 200. Угу. Ну, тоже как револьвер. Смещен баланс исключительно в рубящую часть. Мгм. Да? То есть рубят третью вот этой. Угу. Как есть польская пословица очень интересная. Значит, конь... Бобр, курвы. Не, Нет, другая. Пожалуйста. конь турок, а холоп мазурок. Вот так вот. Шапка не помню какая, а сабля Баторовка. Угу. Ну, да. Вот как-то так. Так себя описывал польский дворянин. Тебе-то она как нравится? Мне она нравится очень, но я ей пока работать не умею. Нет времени. Одноручная, под правую руку сугубо. Ага. Великолепная вещь. Стоит ей гордиться. И Мгм. делали очень долго. Мгм. Подарок классный. Мгм. Да. Пойдем дальше. Бебут артиллерийский. Мгм. Образца 1907 года. Мгм. Не назову тебе точно по датам, как это было. У артиллеристов сначала были шашки. Мгм. Вот, мы перейдем чуть позже. Мгм. Но артиллеристу шашка неудобна. Конечно. И поэтому в 1907 году заменили на бебут. Это второй тип распространенного кавказского кинжала. Мгм. Вот. Вот мне Это, нравится по-моему, больше. мастерская Еремы. Мгм. Если... Я вот люблю несколько оружейников. У нас есть Назаров и Калибр, мастерская Еремы и Дмитрий Китаврас. Великолепные вещи делают. Бебут, ну, как и кама, является одним из традиционных таких вот основных типов кавказских кинжалов. Мгм. Вот. Потом, значит, у нас милиция сухопутная пешая была Мгм. вооружена тоже бебутами, а Мгм. конные шашками. Мгм. Потом бебут ушел. Мгм. Вот, пожалуйста. Мне Кинжал. нравится. Да? Вот это мне очень нравится. И надо сказать, что у артиллеристов почему вот такое небольшое оружие, потому что, ну, скажем так, это оружие последнее уже этой грани, все. Потому что артиллеристы обычно далеко стреляли, а если кто-то до них доходил, То это идет окопная. Вот, да, вот это вот возня, грубо говоря, чтобы ребята себя могли защитить. И традиционная вещь, ну, можно назвать ее русской, а можно и не русской, она все-таки пришла с Кавказа, будем честными. Это шашка, самая простая, солдатская, Мгм. образца 1881 года, реплика. Мгм. Купить ее тоже может каждый, продается на птичьем рынке. Там, не знаю, 18 тысяч рублей стоит что-то Мгм. такое. Простая сталь, 65Г, набор бронзовый. Мгм. Шашка носилась исключительно Мгм. лезвием вверх, для того, чтобы... Шашка вообще оружие мясника. Мгм. Почему? Шашкой не фехтуют, у нее нет гарды. Для чего нужна шашка? Когда конница гонит пехоту, резко ты выхватываешь, рубанул в спину убегающего. Мгм. В общем, добил, дорезал. Мясницкая работа. Для этого и нужна шашка. Мгм. Либо вот у нас шибка на конях, вот Мгм. я мазнул, Ну да. Ага. успел, не успел, все. И только с коня. Пешему шашка без надобности. Это самая простая, самая простейшая Мгм. солдатская шашка. Есть еще офицерские, и на ней больше хохламы. Мгм. Но я люблю рабочесть, я не люблю хохламу. Держи. Да, хорошая Будешь как вещь. буденный. Да. Мне вот так все время хочется сделать. Как катанами делают. Вот. Класс. Я фанат катан, вот, все. Это вот моя тема. Так, чего? Так, Давай. Сереж, большое спасибо, но я все-таки такой корыстный я стал. Че, любимая? Что, любимый? Вот давай, блядь, без этих, как Булат все время. Есть там. Же есть, слушай, визиты мы». тут как это, знаешь, вот если у тебя 100 жен, да, то все равно ты выберешь не одну, а штук 3-5, правильно? Конечно, вот я говорю, Поэтому- что любимая? Что, любимая? Однозначно Баторовка, Угу, Катана, угу, Кукри, угу, Фаерберд. угу. И если бы сказали, возьми что-то одно, с ним будешь выживать. Мгм. Вот сейчас, вот ядерная война, вот сейчас пошла, Мгм. все, одно хватай и беги, вот это возьму. Во. Угу. Всего лишь за 3,5 тысячи рублей. Угу. Ответил? Да, все понятно. Спасибо, Сереж. Давай. Было интересно. Вы на канале Мир это просто. До новых встреч. Спокойной ночи, малыши.